Привет, друзья мои! Сегодня день 70-й, как я веду учет своему прогрессу игры на фортепиано. И я играю по Сакалию. И понятное дело, что я еще допускаю ошибки, много ошибок. Я играю медленнее, чем это указано в партитуре, но я ее играю. И я вообще бесконечно радуюсь этому факту. Прогресс очевиден. По поводу этой недели, это 10-я юбилейная неделя, она была волшебная. Во многом это волшебство было обусловлено тем, что я приняла волевое решение не гнать коней и не пытаться провести следующий отчетный концерт через месяц после предыдущего, 22 июня, а отложила его на через 2 месяца. И будет он 22 июля. И это было классное решение. Знаете, я так себе сказала: Аня, мы здесь не на соревнованиях, мы не пытаемся каких-то там поставить рекорды, а вообще-то мы здесь для радости. И вот я, в какой-то момент мне показалось, я вот стала утрачивать эту радость, а появилось это, я обещала, надо отчитаться, вот каждый месяц буду вам выкладывать, что я там чему научилась, я буду по-прежнему все выкладывать. Но вот это волевое решение, оно немножко сняло напряжение и стресс, в результате чего я на этой неделе, знаете, казалось бы, я должна была расслабиться и, наконец-то, играть чуть меньше. Мне же теперь нет никакой необходимости немедленно найти 2 новых произведения, разобрать их, отшлифовать технику, после этого поработать над музыкальностью, потом выучить наизусть и, наконец, через месяц вам это все дело представить. Вот такой спешки больше нет, можно не спешить. В итоге, мне кажется, что я на этой неделе занималась даже больше, а не меньше. Потому что мне это было в радость. Исключительно, знаете, какое-то удовольствие в чистом виде, без никакой обязаловки. Я не знаю, может быть, это правило не на всех работает. Если там человек прокрастинатор, и как только ему говорят: классно, экзамен будет не через месяц, а через 2, он начинает готовиться к экзамену просто позже. Но это не моя история, я не прокрастинатор. Если мне вот какой-то мой проект доставляет удовольствие, я в него вгрызаюсь и начинаю заниматься им по много часов в сутки напролет. И, это какая-то моя внутренняя особенность. А те проекты, которые мне не доставляют радости, как-то вот на сегодняшний день, мне кажется, я наконец-то позволила себе просто не заниматься такими проектами, а делать и вгрызаться, и полностью отдавать себя тем проектам, которые мне нравятся. Вот. И проект под названием «Я учусь играть на фортепиано» доставляет мне несказанную радость. Так вот, на этой неделе что я делала? По Сакалию вы слышали, ее я репетировала много-много-много-много. Потому что это отдельное удовольствие ее репетировать. Вообще я первые 3 дня прям наконец-то оторвалась и играла все то, что у меня уже неплохо получается играть, просто для удовольствия. Но при этом должна я вам сказать, что технические упражнения вроде ганона и черни, я не знаю, это может быть в этом неприлично признаваться, но мне тоже ими очень нравится заниматься. В смысле, я так подумала, в моем далеком детстве я, например, очень любила решать задачки, не задачки, вот именно упражнения. Знаете, не те задачки, где Маша с Петей пошли и посадили 3 яблони и 2 груши. Такая длинная история, слушать про Машу и Петю. Нет, именно упражнения. Я любила решать упражнения по математике. В смысле вот так вот взять и 5 страниц упражнений подряд решать. И вот, наверное, в этом есть что-то, какая-то моя эпилептоидная часть личности. Но вот точно так же я люблю взять упражнения ганона и 1,5 часика их штудировать. Или черни, кого-то из них. В принципе, Бургмюллер туда же. Вот. Поэтому техникой я занималась тоже много и с большим удовольствием на этой неделе. Кроме этого, я взяла в разбор, я уже для себя определилась, может, еще передумаю, но пока предварительно, определилась с 2 произведениями на следующий академконцерт на июльский. Это будет Рахманинов «Испанская полька», и это будет Бетховен к Элизе. Я понимаю, что к Элизе такое, немного попсовое произведение, но я его никогда не играла.
И, наверное, пора бы уже. С учетом того, что, ну, как бы это все-таки классика, как это, мировой литературы. Не литературы, а музыки, конечно. Ну, в общем, короче, я беру к Элизе. Принято решение, сыграю. Вот. Что еще по поводу этой недели? Я играла, ну, разобрала и пробовала играть. Оно не очень сложное, приятное такое достаточно произведение. Это Уна Матина Людовика Эйнауди из фильма «1+1». Красивая, милая, несложная. С выкладывания на YouTube возникли проблемы. Мне дважды YouTube успешно заблокировал этот ролик. Я его выложила один раз в длинном виде, один раз в коротком виде. В общем, короче, оба моих ролика были успешно заблокированы по причине авторских прав. Мне сказали, что звоняйте, но автор данного произведения жив и здравствует, и у него все авторские права на воспроизведение на общественных площадках, а YouTube является общественной площадкой данного произведения, и поэтому все ролики длиной дольше 60 секунд будут немедленно заблокированы. Что, собственно, с моими роликами и сделали. Теперь я знаю, что все произведения современных авторов Ерума со всеми его, ну, очень красивые. Мне на самом деле очень много его произведений нравится. Я их хочу разобрать и хочу играть, и буду играть, но вы этого не услышите. Максимум в виде шортсов до 60 секунд. Потому что авторские права. То же самое касается Марьяж Дамур, этого Поля де Сеневейла. Не будет, ну, будут коротенькие шорты, а так вот нормально и полноценно, я не знаю. Я, кстати, смотрю на ютубе, я вижу, как люди играют полноценно от начала и до конца. Я не знаю, как они договариваются с ютубом, может быть, все-таки как-то покупают лицензию, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Я пообщалась даже с чатом GPT на эту тему и говорю, слушай, ну а как люди же как-то снимают? Он говорит, ну есть обходные пути такие, что там вот так-сяк как-то, в принципе, можно выкладывать. Но если ты живешь в Америке и не хочешь, чтобы твой канал рано или поздно заблокировали, лучше ими не пользуйся. Ну, то есть риск того, что рано или поздно просто прям весь канал заблокируют. Поэтому, простите, друзья мои, но современных авторов я буду играть, но не вам. Извините. Вот, поэтому этот канал будет в большей степени посвящен классике, современные авторы шорты, максимум какие-то, ну, маленькие фрагменты. Вот. Собственно, все. На следующую неделю у меня планы не меняются. На следующую неделю продолжаю разбирать произведения. Я думаю, что я уже за следующую неделю немножко, хоть в каком-то темпе, разберу и итальянскую польку Рахманинова, и к Элизе, надеюсь, уже разберу. И, может быть, в следующую субботу смогу вам какие-то фрагменты сыграть. Все. Спасибо большое. Увидимся через неделю. Пока.